У меня пропала концепция, рухнула концепция в какой-то настоящий момент. Когда меня спросили: Алсу, ты в настоящем моменте? Я такая: а что можно не быть в настоящем моменте? И вот оно рухнуло. И если раньше мне казалось, что я ухожу в мысли, и тогда я не в настоящем моменте. А вот возвращаюсь я в настоящем моменте. А тут я смотрю, мысли есть, и настоящий момент есть. Не то, что настоящий момент, а есть то, что есть. Мысли есть, но есть и осознавание этих мыслей. Мыслей нет, и все равно есть осознавание. То есть я вдруг увидела, что глубинный покой, он пронизывает все. И мысли пронизывает, и не мысли пронизывает. И когда я это заметила, пошло вот это погружение сильное. В какой-то момент это пространство стало очень плотным. Вот есть то, что есть, никакого Минска нет, вообще ничего. Все концепции слетели. Даже концепция тренажер слетела, простите меня, пожалуйста. В этот момент, потому что я думаю, чтобы появился тренажер, сейчас надо какую-то протяженность отсюда сделать, вот из этого момента. И что есть кто-то, кого тренирует. Непонятно. А есть то, что есть. Все, точка. Потом вот это где-то дней 8 вот так вот длилось, перетекало, менялось. И потом стали подниматься боли, как будто такие, которые я когда-то не прожила. Они стали все подниматься. Но это очень интересно, что больше нет вот этого бла-бла-бла-бла-бла постоянного комментатора, которому то боль не нравится ему. И вроде вот хочется сказать, что в настоящем моменте все удовлетворено, но даже нет того, кто может подумать, что не удовлетворено. Даже смешно как-то получается. Вот есть то, что есть, а что может быть не удовлетворено? И вот когда боль поднимается, то есть то, что есть. Кто куда побежит. И вот очень ярко стало заметно, как возникает этот искусственный «я». Это вот появляется такая: я хочу по-другому. Ой, боль. Нет, мне надо за ней наблюдать или еще что-то сделать, чтобы она только быстрее прошла. И вот этот говорящий комментатор появляется. А на самом деле, если у тебя нет идеи, что боль нужно избежать, то нет и страдания. Просто боль выходит. Такой вот сейчас Бог, как Геннадий говорит. Вот так стало. А сегодня совсем дурдом. Сегодня мир просто пропадает, появляется, пропадает, появляется. Проявленное. Потом прихожу сюда, мне кто-то говорит: Алсу, с днем рождения. Я такая. И в этот момент подгружается программа, что я Алсу, сегодня 6 января, у меня день рождения. Это в этот момент подгружается, а до этого было ничего не было. Вот. А что значит ничего не было? А? Что значит ничего не было? Истории не было никакой. Истории. А вот кто-то спросил, и появляется автоматический ответ, и в этом ответе содержится все прошлое якобы. А его и нет, этого прошлого. Оно в моменте, и прошлое, и будущее в моменте возникает вместе с мыслью. Да, день рождения. Ладно. Вот. И когда вообще пропала потребность о себе говорить, больше вот так вот в человека уставишься и его слушаешь. И вроде, а зачем? Здесь даже ты когда слушаешь, здесь никого нет Просто вот есть человек, и слушаешь его. А сегодня вообще тоже по телефону разговариваю. Я же не вижу телефон. И человека не вижу. И вот есть голос. И все. То есть нет, обычно разговариваешь по телефону, и у тебя же все время держится, с кем ты разговариваешь там. А здесь нет, с кем ты разговариваешь, нет его. Есть голос только. Вот. Мне кажется, чем дальше, тем дурнее. Вот даже когда спрашивали, а что такое школа? Сложно. Потом подгружается нормально. Даже памяти, получается, нет. Это просто раз, и здесь как вспышка, и мира нет постоянного. Это раз, вот так, и постоянно возникает, исчезает как будто. Есть только, как Геннадий говорит, я есть.
который вообще не может ничего избежать. Ни боли не может это я есть избежать, ни радости не может избежать. Вот оно есть такое. И как будто даже было, что движения нет. Вот вроде мы там в домике куда-то едем, на клуб едем, а как будто ничего не происходит. Вот есть только статичность такая. Я есть. И все.